Всем привет, дорогие друзья! Сегодня готовлю польский пирог «Златочка». Это нежный рассыпчатый пирог на песочном тесте с мягкой творожной начинкой и сочными персиками. Кстати, фрукты можно использовать и другие, например, сливы или яблоки. И хрустящая золотистая крошка сверху делает каждый кусочек по-настоящему особенным. Обязательно его приготовьте. Я уверена, он всем понравится. Все ингредиенты и пошаговый рецепт с тайм-кодами вы можете посмотреть в описании к видео. В миску просеиваю муку. Добавляю щепотку соли, всыпаю сахар, перемешиваю и на крупной терке натираю холодное сливочное масло. Периодически масло перемешиваю с мукой. Перетираю масло с мукой до получения такой однородной крошки. У нас фактически и тесто песочное получается как крошка, а не как тесто. Все очень быстро и просто. Кстати, такое песочное тесто можно готовить даже без яиц. У меня на канале есть рецепт очень вкусного пирога с клубникой и творогом на тесте без яиц. Добавляю 3 желтка от средних яиц и также добавляю чайную ложку экстракта ванили. Можно использовать и ванильный сахар. И снова все хорошо перетираю руками до получения такой крошки. Буквально пара минут и тесто готово. Сжимаю крошку в руке, она собирается в один ком. И при нажатии легко распадается. Я сразу же отделю примерно 1/3 крошки. 2/3 буду использовать для основы. Пирог я буду выпекать в разъемной форме диаметром 24 см. Дно застелила пергаментной бумагой. Выкладываю в форму большую часть теста. Распределяю и делаю небольшой бортик. Просто крошку вот таким образом прижимаю. Сильно большой бортик делать не надо. И теперь распределяю по дну. Немного крошку утрамбовываю. И пока форму с тестом можно отправить в холодильник. В миску выкладываю творог. Как обычно для рецепта я использую домашний творог. Как его сделать дома, вы можете посмотреть у меня на канале. Я оставлю ссылку под видео в описании. Добавляю чайную ложку экстракта ванили. Можно использовать и ванильный сахар. Всыпаю примерно половину сахара и добавляю кукурузный крахмал. Пробиваю массу блендером до однородности, чтобы получилась такая кремовая текстура. Если хотите, творог можно протереть через сито. Вот такая нежная творожная масса получается. И теперь до мягких пиков взобью белки. Выливаю их в миску, добавляю щепотку соли, начинаю взбивать. Когда появилась вот такая легкая пена, примерно в 2-3 приема добавляю сахар и взбиваю. Я не взбиваю массу до плотных пиков, до мягких. Так легче белки вмешаются в творожную массу. Объединяю творог с белками. Добавляю сначала немного, перемешиваю и добавляю оставшиеся белки. Аккуратно перемешиваю, чтобы сохранить пышность. Масса получается такая легкая и воздушная. Отправляю творожную начинку в форму. Разравниваю. И этот пирог можно готовить с самыми разными фруктами. У меня сегодня вот такие чудесные персики. Достаем косточку и персики режем дольками. Кстати, можно использовать даже консервированные персики или другие фрукты, какие вам нравятся. Выкладываю дольки персиков сверху на начинку. На пирог у меня ушло 4 крупных персика. Сверху персики я слегка присыплю коричневым тростниковым сахаром. Так появится такая легкая карамельная нотка. И персики у меня не очень сладкие. Вообще во Вьетнаме купить персики — это большая редкость. Я когда их увидела, конечно, сразу купила, чтобы приготовить пирог.
И сверху высыпаю оставшуюся песочную крошку. Можно, кстати, крошку немного вот таким образом прижимать, чтобы были такие разные кусочки. Попадались и крупные, и мелкие. Так пирог будет смотреться интереснее. И теперь я все отправляю в хорошо разогретую до 170 градусов духовку примерно на 45-50 минут. Конечно, вы смотрите по своей духовке. Форму я ставлю на средний уровень, включен верх и низ. Пирог я достала из духовки, и вы только посмотрите, какой красавец получился, как он высоко поднялся. Конечно, после остывания он немного осядет. Это специфика творожной выпечки. Оставляем пирог в форме до полного остывания. На самом деле он вкусный, когда полностью холодный, даже из холодильника. Но очень редко удается дождаться, когда он полностью остынет именно в холодильнике, потому что съедается он еще буквально теплым. Пирог получился очень вкусный. Нежная творожная начинка, сочные персики и хрустящая песочная крошка. А я желаю вам приятного просмотра и приятного аппетита. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии. Делитесь им с вашими друзьями в социальных сетях. Подписывайтесь на мой канал Люда Изикук «Позитивная кухня». Всем пока!